Всем привет! Сегодня я расскажу вам про одну очень интересную африканскую птичку, которая называется доминиканская вдовушка. Название у этой птички произошло, по всей видимости, из-за брачного наряда самцов, которые во время брачного сезона отращивают длинные хвостовые перья. И, как правило, они черного цвета, как бы напоминают вдовью вуаль. Казалось бы, с таким трагическим названием эта птичка должна быть грустная, но все с точностью наоборот. Доминиканская вдовушка – это самая громкая, самая веселая птичка в нашем саду. Вот то, что вы сейчас слышите, это неугомонное чириканье, это как раз-таки она, а точнее он, потому что у доминиканской вдовушки самки очень тихие, незаметные, как обычно в птичьем мире, у них и окраска такая неприметная, а самец очень яркий, черно-белая окраска, черная шапочка, белое лицо, значит, черные и белые перья, тело в основном белое, но хвостик, вот эти хвостовые крылышки, хвостовые перья отрастают примерно на 20 сантиметров, а сама птичка размером где-то 11-12 сантиметров, то есть вот этот хвост придает ей такой размер длинный. И, конечно же, в такую ветреную погоду, как сегодня, он в некоторой степени затрудняет полет, потому что птичку сносит. Она очень маленькая, размером даже меньше воробья, где-то 11-12 грамм всего весит. Во время брачного периода, который приходится на сезон дождей, примерно с октября по апрель, самец доминиканской вдовушки, помимо своего внешнего вида, полностью меняет характер. Он становится очень бойким, боевитым, задорным и даже агрессивным. Гоняет всех птиц со своей территории, независимо от их размера. Если случайно залетит другой самец доминиканской вдовушки, будет настоящая битва. Он его тюкает клювиком в голову и прогоняет. И также он становится очень активным в отношении самочек. Спаривание происходит несколько раз в день. И непонятно, откуда у такой маленькой птичушки столько энергии. Питаются доминиканские вдовушки в основном зернышками, но также иногда и червячками. Доминиканские вдовушки полигамные птицы, то есть на одного самца приходится 4-5 самочек. Такой маленький гарем. В нашем саду живет семейка доминиканских вдовушек, и мы дали самцу имя Джефф, поскольку он как наш хороший друг. Каждое утро, примерно в 5-6 утра он нас будет своей веселой песенкой. И когда заканчивается его брачный период, и вместе с его черными перышками и красивым оперением он становится таким буреньким, незаметным, и пропадает его веселый характер, и не слышно его веселой песенки. Я очень скучаю и с нетерпением жду наступления весны, когда он снова начнет весело, задорно чирикать. Вот так выглядят самки доминиканской вдовушки, очень похожи на воробья, только клюв ярко-красный, как и у самцов. Вот здесь в замедленной съемке можно хорошо разглядеть характерный дерганный полет доминиканской вдовушки, как он зависает в воздухе, как маленький вертолетик. И у него очень интересный брачный танец. Самочка сидит на ветке, а самец исполняет свой брачный танец. Он такой немножко конвульсивный, немножко смешно смотрится, и примерно в течение минуты он перед ней всякие коленца откидывает. И если ей понравится, то затем самец получает свое вознаграждение. И вот мне удалось заснять как раз такой процесс исполнения брачного танца и спаривания. Теперь самочка приводит себя в порядок. А вот как выглядит самец до начала брачного сезона, когда хвостовые перья еще не отросли полностью и оперение не полностью поменялось с бурого на черное.
Помимо поисков еды, спаривания и разгона всех других птиц со своей территории, доминиканские вдовушки любят стучаться в окна. Об этом рассказывают все птицы, все люди, у кого они живут в саду. И наш Джефф, конечно же, не исключение. Он начинает стучать к нам в окно с самого раннего утра и продолжает это делать в течение дня до захода солнца. Вот как это выглядит изнутри. Существует предположение, что он дерется со своим отображением в стекле. Не знаю, насколько это верно. Чуть-чуть. А зачем стучишь? Никого же нету. О, хороший. Какие проблемы? Чик-чик-чик-чик. Привет. О, красивый. Кто там? Почтальон Почкин. Печкин. Иногда Джефф просто сидит на карнизе и заглядывает в окно. Просто смотрит на нас и ничего не делает, не стучит в окошко. В народе существует легенда по поводу хвоста доминиканской вдовушки. Все птицы в саду жаловались на то, что этот вдовушка летает и похваляется своим красивым хвостом, гоняется за всеми, дерется. И они пожаловались старой мудрой сове. Сова дала задание соколу разобраться со вдовушкой, и он вырвал у него эти длинные черные хвостовые перья. И доминиканский вдовушка сразу успокоился, перестал кричать, перестал гоняться за другими птичками. Но на следующую весну его хвостик отрос опять, он опять начал за всеми гоняться. И через некоторое время птички опять пожаловались, и сокол опять вырвал его хвостик. И это продолжается каждый год. Ну, вот такая вот легенда. Еще один интересный факт. Доминиканские вдовушки не строят гнезда. Они подкладывают яйца в гнезда к другим птицам. Но в отличие от кукушек, когда птенцы вылупляются, они не избавляются от птенцов хозяев. То есть они вместе с ними сидят в гнезде и просят еду у родителей, у приемных родителей. Причем рисунок зева доминиканских вдовушек точно такой же, как у настоящих птенцов, то есть у хозяйских птенцов. Поэтому приемные родители не видят разницы и кормят как своих родных птенчиков, так и птенчиков вдовушки. И еще одна интересная особенность, когда птенчики сидят в чужом гнезде, они учатся песням приемных родителей. И когда самочка вырастает, она обычно отдает предпочтение тому самцу, который поет так же, как и ее приемные родители. То есть, возможно, он вырос в гнезде у того же вида птички, как и она. Конечно, у доминиканской вдовушки есть своя характерная песня, которую вот мы слышим каждый день в саду, но наряду с этим в их пении проскальзывают трели приемных родителей, которые может услышать самочка, и услышать их и вспомнить, видимо, на каком-то генетическом уровне. Некоторые садоводы жалуются на присутствие самца доминиканской вдовушки в их саду, потому что он разгоняет всех остальных птиц от кормушек, а людям хочется иметь видовое разнообразие. Но мы такую проблему не заметили. Да, наш Джефф гоняется за всеми птицами, он гоняет птиц более крупного размера и мелких, но на самом деле никто никуда не улетает. Да, в какой-то момент, когда он за ними гонится, они улетят, а потом они возвращаются и по-прежнему кушают из кормушек и живут у нас в саду, на деревьях, на веточках. Просто по большей части они его игнорируют или отмахиваются, как от назойливой мухи. А я очень люблю нашего Джеффа. Он всегда поднимает мне настроение. Его веселая песенка в любую погоду слышна, это чириканье, и очень люблю наблюдать за его дерганным танцем.
здесь Джефф тихо, мирно сидит на соседней веточке с самцом нектарницы, и никто никого не прогоняет. Мирное сосуществование. Ура! Я надеюсь, вам понравился рассказ про эту чудесную птичку, доминиканскую вдовушку, и вы вместе со мной полюбили нашего Джеффа. Если да, то, пожалуйста, не забудьте поставить лайк под видео и подписаться на мой канал, если вы этого еще не сделали. А на этом я заканчиваю сегодняшнюю историю. Желаю вам всем хорошего настроения, отличного здоровья и чтобы все ваши мечты сбывались. До встречи в новых видео. Пока-пока.